О девушке по имени Махидевран известно очень мало достоверной информации. Есть несколько мнений касательно даты ее рождения и происхождения. Самая распространенная версия, что дата рождения девушки приходится примерно на 1500 год. Одной из популярных версий считается, что Махидевран была в родстве с семьей крымского хана Менли-Гирея. Многие считают, что Гюльбахар, в дальнейшем названная Махидевран, была благородного происхождения из рода черкесских князей Кануковых. Девушки черкесского происхождения были очень популярны в Османской империи. Эта теория ее происхождения наиболее правдоподобна в сравнении с остальными. Согласно этой версии, черкесский князь Майщук Кануков приходился ей братом. Махидевран была очень молода, когда ее взяли в плен и привезли в Османскую империю. Девушка была насильно оторвана от родных и своего дома. Она была необычайно красива, изящна, с прекрасными темными глазами. Также Махидевран была весьма образована и умна, имела покладистый характер и точеную фигурку. И именно эти качества в ней увидела мать султана Хавса. Существует несколько теорий о том, как девушка попала в гарем Сулеймана Великолепного. По одной из версий ее подарил будущему султану его друг Ибрагим Паша, а другая версия рассказывает, что именно мать султана привела девушку в гарем. Если считать, что теоретически Махидевран могла иметь крымские корни, то неудивительно, почему Валиде оказывала ей всяческое покровительство. Ведь есть мнение, что сама Хавса также родом из Крыма, и Махидевран приходилась ей племянницей. Валиде тщательно подыскивала подходящую девушку, достойную занять место рядом с Сулейманом, и такая девушка вскоре нашлась. Махидевран обладала всеми качествами и достоинствами, чтобы привлечь Сулеймана, и это ей удалось. Шехзаде влюбился в нее без памяти. Неудержимое его влечение к новой наложнице Шехзаде выражал в стихах, которые посвящал новой возлюбленной. Махидевран впервые попала в гарем в Манисе, когда Сулейман был еще губернатором и обучался основам управления государства в этой провинции. Став наложницей Сулеймана, она родила Шехзаде сына, после чего и получила свое имя Махидевран. В переводе оно означает «луна удачи луналикая». И это соответствовало действительности. Девушка отличалась изысканными манерами, утонченностью и изяществом. Правильный овал лица, аккуратный носик, маленькие пухлые губки и большие карие глаза неудержимо привлекали к ней Сулеймана. Получив весть о смерти своего отца, будущий султан поспешил в Стамбул, чтобы принять клятвы верности от своих подданных и по праву занять трон падишаха. Несмотря на отсутствие всякой достоверной информации о Махидевран, ее образ довольно часто использовался в различных произведениях и романах. Так один писатель рассказывал о том, как девушка попала в гарем повелителя и сумела завоевать его любовь, за что получила имя Гюльбахар или Весенняя роза. А позднее, когда она смогла родить сына, ее нарекли Махидевран или Луна удачи. Султан посвящал ей стихи и пылал неудержимой страстью к ней. Художники того времени также любили образ Махидевран, поскольку никакой правдивой информации из гарема получить было нельзя, они опирались на сведения об этой девушке из писем иностранных послов и других людей, коим посчастливилось хоть мельком увидеть луналикую госпожу. Согласно традициям османов, в гарем имел право входить только сам султан и евнух. Однако никто не мог запретить слугам обсуждать друг с другом своих господ. Итальянский художник Якобо Бассона постарался в своем шедевре передать то чувство, что вызывал у него образ Махидевран. Девушка на холсте изображена серьезно и без улыбки. Этим автор хотел подчеркнуть, что Махидевран весьма уважаемая женщина и мать будущего наследника падишаха. Благородство сквозило в каждой ее черточке. Что интересно, информация о внешности ее главной соперницы Хюррем было несравнимо больше, чем о самой Махидевран.
Чем же можно объяснить такую разницу? Дело в том, что все портреты Махидевран были написаны уже после ее кончины, опираясь на те скудные сведения, что давали в своих письмах и отчетах иностранные послы. А портретов Хюррем было написано много. Все потому, что Хюррем во время правления Сулеймана пользовалась любовью повелителя и нарушала многие традиции османов. Так ей первой было разрешено покидать гарем. Если сложить воедино информацию, известную о внешности Махидевран, то в сериале «Великолепный век» наиболее точно удалось воссоздать образ Луны удачи. Актриса, исполняющая роль Махидевран, наиболее правдоподобно передала зрителям образ матери Шехзаде Мустафы. Нур Фетах-Оглу, бывшая в роли Махидевран, как никто другой похожа на любимую жену султана. Внешность, манеры, стиль жизни – все как нельзя лучше передавало образ этой прекрасной женщины. Например, посол Ляфор оставил упоминание в своих заметках о том дне, когда Мустафа со своей матерью вернулись в Стамбул. Хотя самого лица и тела было не разглядеть, посол упоминал, что Баш-Кадын султана, старшая жена, имеет тонкие запястья и изящную фигуру, скрытую под одеждой. Другой политический деятель Брагинини с удовольствием писал о том, что султан по непонятным причинам предпочел Хюррем, стройной красавице Махидевран. Ведь по меркам того времени Хюррем отнюдь не была красивой. Евнухи всего гарема единогласно утверждали, что старшая жена султана являлась красивейшей девушкой во всем государстве османов. Также она много времени посвящала благотворительности и меценатству. Махидевран старалась как можно больше помочь окружающим людям, оказывала финансовую помощь больным, сиротам, вдовам. После того, как она потеряла любовь султана, главной целью в жизни стали для нее сын Мустафа и помощь окружающим. И еще современники отмечали, что несмотря на тяжелую бедную жизнь в дальнейшем, красота ее ничуть не блекла, а только расцветала.